Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем игру под названием Зуба, и сегодня будем прокачивать капитана пиратов Фэй на 13 уровень, пока что у меня еще есть мания улучшения, да, вот видите, на двух персонажей, но, к сожалению, могу прокачать только Фэй на 13, больше жетонов у меня ни на кого нету, такие дела. Ну что ж, ребятки, ивент я закончил, вот небольшая вставочка в начале, так сказать, да, немножко поделюсь эмоциями, это была нереальная душнина. 24 вроде бы энергии у меня оставалось, осталось 2. Ради чего? Ради скинчика какого-то. Чтобы я еще раз так душился. Ай, как же мне этого не хочется. Очень не хочется. Ну давайте откроем его. И залутаем. Вот она. Капитан Фэй. Пиратка, ёпта. Бандитка. Скоро будем атачить на этой Фэй у нас. И разваливать командные бои. Потому что Фэй в командных боях хороша. Вот в соло-боях я могу вам сказать так. После 1100 рейтинга... Ну, начинается душнина, та, которую вы не можете уже пережить, потому что вы 12 уровень, к примеру, на вас нападают с трех сторон 13, 15 уровень, и вы такие, ага, понятно. И, в общем, так у меня, в принципе, боев так, наверное, 15 прошло из тех 24. Ну, если вкратце брать. Ну, почему так? Ну, это же соло-бои. Они стали душниной, там уже невозможно играть. Такие вот дела. 100 тысяч монет и Фэй. Ну, и, да, как всегда. Зуба прекрасно. В нужный момент, в нужное время. В общем, погнали качать. В принципе, здесь думать нечего. Просто возьмем и сделаем это. Опять же, там скидочка 25%, если я не ошибаюсь. Вроде бы разрабы ее не меняли. По поводу других штук, типа вот взять смайлик, ну это точно мы делать не будем. Я еще не настолько. Это самое, ну вы понимаете. Ну а больше тут особо брать нечего. Ну что, погнали. 13 уровень. Все дела. 900 хпшечки практически накидывается сверху на Фэй. Вжух. 13 уровень. Ля какая имба. Ну что же, для этой имбы, мне кажется, нужны будут атрибуты. Возьмем 100 пудов дробовик. Вообще, я, наверное, сейчас все прокачаю, вот всю линию. До 14 она все-таки по 12 тысяч не так много будет. Ну, в разы меньше, на 25%, чем если бы я на флугу качал без всяких бонусов. Почему так качаю? Потому что хочу получить как можно больше преимущества, чтобы понимать, как будет выглядеть, по сути, 14 уровень, да? Ну и тут у нас остается два атрибута. Ну, вот эту вот брать штуку я не собираюсь вообще никак, хотя вроде бы полезно. Сандали Святого накинуть и качнуть еще и лук, ну, в общем, ладно. Это все мечты. Берем еще два атрибута вот здесь, вот этих вот красивых. И сейчас это все распределим. И посмотрим, наконец-то, насколько же имбовая Фэй. Мне, кстати, первобытность еще не выпал, но это уже другие. Другая история, да. Доступно очков. Дробовичок. Конечно, можно бахнуть 4% скорости, но мне кажется, это будет уже незначительно. А вот дальность 3% или перезарядка 3% это тоже интересно. У нас длинный ствол, как вы понимаете, дальность здесь приличная, 23,64, перезарядка 2,76. Смотрим перезарядочку. Ну, перезарядка ни о чем, поэтому, скорее всего, берем дальность. 23,64 стало 24, ну... 0,5 метра накинулось, считай, это много. Говорится, чем больше дальность, тем выше от процентов будет буст. Это же логично, да? Поэтому дальность надо бустить в этом параметре правильно. И идем дальше. Доступны очков целых 2 на бомбу у нас. Тут уже вопрос, что Фэй нужно. Ну, бомба здесь хорошая. Сама по себе дальность хорошая и радиус бомбезный, поэтому здесь можно даже вот так вот сделать. Но я, наверное, так делать не буду. Сделаем так и вот так. То есть больше пойдем в такой вот баланс. И по дальности, и по перезарядке. Ну и лук остается у нас тут, в принципе, наверное, брать нечего особо. Хотя, может, скорость? Ну, не знаю. Максимальная длительность прицела. Это то, что вы сможете нажать лук и прицеливаться 20 секунд. Потом оно автоматом то ли выстрелит, то ли уберется увеличение дальности вашего обзора. Типа того. Дальность 31, ну, если мы докинем, то сколько будет? 31, ну, почти. Так. Вернемся на 15. Да, стоп. 31, 36. 31.91. Ну, давайте возьмем дальность. Перезарядку уже на фулл набрать нет смысла. А дальше уже будем брать либо дальность, либо скорость. Такие вот дела. Такая вот у нас капитан Фэй. 9 жетонов. Круто. Ну, опять же, бустанем ее, конечно же. Надеюсь, сегодня на 2К рейтинга. 4-го слота нету, потому что нет 14 уровня, но был бы он, я бы тут так разваливал. Потому что Фэй можно взять, тогда будет подвижность на 4-й слот и... Ну... Приличная мощь становится. Я, кстати, вроде бы Фэй вытащил как-то. Или не Фэй это было? Или Фэй все-таки? Не, все-таки это было Фэй. Я вот здесь вот на мосту дрался соло против сквада и вытащил. Ну, у меня такая команда была идеальная, как обычно. Из-за чего я остался один, как обычно.
И вот приходилось так драться. Потому что ботинка от Фэй не хватает. Подвижности какой-нибудь такой вот интересный. Но она по воде очень хорошо перемещается, поэтому если, ну, сделать увеличение... Не, да, вроде не пофиксили. Ну, в общем, если сделать увеличение скорости на воде еще больше, чем оно есть сейчас... Да, взять эту пассивку за 37 тысяч, которую я не буду брать. Добавить сандали святого. Представьте, насколько Фэй станет подвижнее в воде. Насколько это будет имба. То есть, наверное, ботинок для нее не самый лучший вариант, а вот сандали святого топ. Так, закидываем там в какого-то противничка. Ну, чем сказать, мне нравится. Смотрите на эти дальности, это все вот это вот. Имбовость всего персонажа. Правда, у нас сейчас проблема, то что Хамелеон соло врывается, как бы, против целого сквада, а нас тут трое, как бы. Ну, это... все-таки дает о себе знать в параметре того, что мы не можем здесь себе позволить многое, что хотелось бы. Поэтому придется терпеть и играть как получится. Опять же, нас душат достаточно сильно, потому что бобер сильный противник. Я хоть и стараюсь здесь очень много делать, но вряд ли этого хватит, чтобы... Ну, заметьте, вот моя команда, оставшаяся, они до сих пор не понимают, что мы здесь деремся. То есть эти больные двое, они просто лишены рассудка какого-либо. И поэтому здесь у нас проблемы сейчас возникают. Но сейчас мы, кстати, очень хорошо зажали противника. Мне, конечно, резать нечем союзников, это проблема. А меня душит со всех сторон. Ай, поэтому я не знаю, что делать. Проблемки у нас одни, я бы сказал так. У меня еще есть одна аптечка, поэтому я, в принципе, могу здесь много еще зарешать. Ай, ну, сложно пока что что-то сделать с этим всем. Сейчас я, скорее всего, умру, потому что меня просто задушили практически противники. У них там, кстати, два бобра, оказалось не один, а целых два. Я пытаюсь что-то сделать хотя бы в этой ситуации. Как-то засейвиться. Ну, смотрите, второй уровень бобера сейчас. Второй уровень, насколько много он делает. Оп-оп-оп. Я, кстати, успел резнуть, но... Заметьте, моя команда. Они хоть и пришли, но они все равно бесполезны. Как вам? Вот про это я говорил, ребят, что Фэй играешь, по сути, соло, потому что твои 4 союзника — это хуже, чем один бобер второго уровня в команде противников. Почему? Я не знаю. Для меня это загадка. Как такими можно быть? Как? 1150 рейтинга, это даже не 1000, это даже не 1100, это 1150. Где интеллектуально одаренные? Точнее, почему они мне попадаются именно? Ой, да, борьба с этими... Короче, воскресенье, как конец недели, самый худший день для набивания рейтинга. Запомни это правило на всю свою жизнь, ребятки. И никогда не играйте в воскресенье. Вот что я могу сказать. Чильте, это, знаете, вот день, который нужно отдыхать. Воскресенье второй недели, вот. Потому что вот это вот, что я сейчас испытываю, ну, я думаю, вы тоже это испытываете, если не играете. Если не играете именно с командой хороших игроков, а играете какими-нибудь там неадекватами, да, очередными, то вы, в принципе, понимаете меня. Вот, опять же, волк убежал. Я, конечно, понимаю, что он убежал к прекрасному... К прекрасному, да. К прекрасному он убежал золотому дропу. Но, к сожалению, моя команда не разделяет его мнение о том, что там прекрасный золотой дроп. Поэтому такие дела. А чё не... Почему этот... Вот что с ними не так? Ну, вот насколько нужно быть одаренным, чтобы так себя вести? Вот насколько? Ну насколько? Ну куда предел их одаренности закончится уже? Я уже не знаю, ну что мне делать с этими игроками? Ну, блин, тут баг откуда-то из... Откуда ты взялся, друг? Офигеть, я его даже не видел. Он просто из ниоткуда вылез такой. И такой, привет, я баг. Опять, где моя команда? Почему мне тут только волк? Куда они все пропали? Зачем вы на островке стоите? Посмотрите на этих одаренных. Они просто на острове стоят и смотрят, как я тут дерусь соло против фулл сквада. У них вообще нормально все с головой. Вот посмотрите просто на эту дичь. Ну, да, ладно, конечно. Команда противника тоже немножко одаренная. Судя по тому, что я вижу. Потому что их союзники умирают здесь. Они это видят. И знаете, что они делают? Они убегают. Они убегают и бросают свою команду. Понимаете, насколько нужно быть одаренным, чтобы так себя вести? То есть они просто там стояли и все, им пофиг было на свою команду. Да блин, бобер, ты что такой дерзкий? Ой, как и залагало. Капец, как не лагает. Да что с... Ой, сейчас я сгорю, наверное. Уже приходит лимит моего этого самого пожароопасности. Эти лаги, эти непонятные вещи, которые происходят. Так, панду я откинул, все, он уже не придет. Чего они волка резнуть не могут? Ну, стоят там втроем. Что панда там делает? Он вообще адекватный? Что он делает? Блин, я... А нет, успел арморчик залутать, отлично.
Да как он меня бахает, я не понимаю, ну. Панда, у тебя все хорошо? Это какой-то очень странный панда. Капец, какой странный. Зачем он меня бахал вообще в этой ситуации? Он с косточкой играет в командных боях. Не, ну за это надо наказать. За это надо наказать. Больных нужно наказывать. Ребятки, вы уж извините, но... Блин, там сзади неудобно, да? Меня сейчас задушат. Так, ну уворачиваемся. Хотя он меня вроде бы попадал прямым попаданием. Так, надо помогать. Надо помогать, иначе сейчас тут волк развалит. Хотя вроде все хорошо пока что. Ну, кнопочки, ну нажмитесь. Ну... Я, короче, как всегда, опять очень меткий. Во всех своих попаданиях. Ну ладно, главное это то, что выжили, затащили. Но панда душный оказался, вот этот вот. Очень душный. Еще и с косточкой играть в командных боях. Ну вот насколько нужно быть одаренным, чтобы так делать? Там у челика по-любому 4 слота на 13-то уровне. У него 4-й просто невозможен по взятию. И он все равно играет, понимаете, вот через косточку, через сандалии святого на панде. Понимаете, косточка, сандалии святого. Ну вот насколько нужно быть одаренным, чтобы играть на панде через это? Ой. Не, я, конечно, понимаю, можно... Ну, дефибриллятор можно взять на панду. Можно. Командные бои, да? Ботинок, ну, вообще без вариантов нужно брать на панду 100 пудов. То есть уже 2 предмета. Укол адреналина 3. То есть минимально адекватная сборка для панды, чтобы реализоваться хоть немножко адекватно, это вот 3 предмета. Где он сандали святого, где он косточку туда впихнул, я не знаю. Ну, вы понимаете, одаренных понять сложно. Это все, что я могу сказать. Ну да ладно, бывает. А, ну да, я же видео это записывал в воскресенье, ребятки, да, вы же не знаете. Это видео выйдет, не знаю когда. Скорее всего, во вторник, а может даже в среду. Ну, короче, я не знаю, когда это будет. Но главное, что мы прокачали Фэй на 13 уровне, и теперь это... Ну, вы видите, да? Если бы были еще адекватные замесы, а не как вот это вот с пандой, да, там на дистанции максимальной драться, когда он тебя пулькает, и тебя просто тебя дико раздражает, ну... Что поделать, что поделать. Такое вот есть. Так, ну что, они там добьют, нет? Змея с кофе, но... Ну, змея видно, что низкий уровень, набрать больше нечего. Хотя, опять же, ну если кофе есть, то я думаю и гранатка должна быть тройная, да, и ботиночек должен быть, и укол адреналина, и дефибриллятор. Уже как бы 4 слота для этого уровня, это что-то многовато, я наговорил, ну как бы... Я про то, что есть лучшие варианты, чем то, что есть у змеи. Но змея виднее, очевидно. Очевидно, да. Очевидно, змея более дальнозоркая, чем я. По-любому. Бобер красиво закрывал Бака, чтобы я не мог продамажить Бака. Ну, это ж логично. Бобер же играет на победку, да. На победку только не нашей команды, скорее всего. Так, закинем сюда все, что есть. Закинем вот так вот красивенько. Добьем Никса. Еще одного добьем. Что вы такие дерзкие здесь? Стали и стоят. Быки. Так, ну, закинем еще урон. Да блин, да помогите вы, ну. У нас там кто-то умирает, очередной гений. Не пойми где. Давайте, ладно, золотаем аптечку лишнюю, не помешает. А где гений умирает? Ага, вон он, на выходе с музея. А где же он еще мог быть, да? Где же он еще мог быть? Ну, извиняйте, ребят, я тут просто... Вместо того, чтобы играть... Блин, жираф душный. Душнило тоже тут попался. Что ты пытаешься сделать, жираф? Ты хоть бы на дальность играл, нет? Он просто, смотрите, фигней страдает. Ой, какие же они неадекваты. Еще и сзади душат. Посмотрите на этого душнилу сзади, вот просто... Ой, я сейчас сгорю. Сейчас сгорю от своей команды, от противника, которые меня почти задушили. Мне как же жираф этот бесит. Как же он бесит-то? Чего мне никто не помогает? Ну вот сколько... Ладно, там некому помогать. Пора уже понять это давно. Ну, Брюс с косточкой, понимаете, да? 10 уровень, если что. Змея умирает. Ну, можно, кстати, сейчас змею разменять попробовать. Ну, меня сзади опять кто-то душит. Это, кстати, заметьте, это Лизи меня душит, та, которая... Ну, видали, кстати, появилась эта зона, да? Обзора. Ай, ладно. Просто чел один остался, ну, додушил. Додушил все равно. Ой. Его 2 шота, вот они очень сильно зарешали. Если бы не эти шоты, я бы смог бы вытащить. Ну, еще, конечно, отсутствие помощи от команды зарешало очень сильно. Ну, вы сами все видели. Я слишком везучий на неадекват. Просто слишком. У меня 99% везения. За что мне попадутся какие-то больные. Почему-то. Почему-то. Хотя я на лютейшей имбе, которая способна соло разваливать склады. Мне просто нужно, чтобы эти неадекваты не умирали, и меня в спину никто не стрелял. Но меня в спину стреляют, мои неадекваты умирают. Ну, все по стандарту.
Фух, сейчас, ну я уже горю давно. Наверное, уже дня 3. Вот начиная как с ивента загорелся, так и все. Только загорелся не в хорошем смысле, а в плохом. Плюс у меня копья не было из-за того, что я тогда не пошел его брать, потому что моя команда прекрасно решила, конечно же, не брать копье. Зачем им копье, да? Ну, моя команда. 2 тут, 2 там. Баланс. Адекватность. Да, не слышали. Первый раз знакомимся с этими понятиями. Так, ну мы закинем, сейчас отступать нужно. Я, конечно, могу пробахать там красивенько по противничку. Бак, скорее всего, сюда пошел, да? На тебе плюху, Бак. На тебе еще плюху. На тебе еще такую плюху. И еще такую плюху. И еще вот тебе Бак. И еще вот и вот. Все, Бака мы минусанули. А у нас Боберов. А у нас Боберов просто стоит, смотрит, как... Брюс с первобытным инстинктом. Джейд не помогает. Бак сейчас меня залетать будет. Кайф. Какой же кайф. Нет, как же мне нравится. Все, Бак меня залетел. У меня, кстати... Не, есть одна аптечка. Обманул. Есть одна аптечка. Не, я походу все, да? Я походу все. У меня даже 2 аптечки было, ничего себе. Ну что я могу сказать, ребятки? 2 Бака 12 уровня плюс Брюс 13 уровня развалили одну Фейт 13 уровня. Почему мне так везет? Почему мне всегда такие команды попадаются? Почему? Почему? Почему у меня 6 в команде, а у них 3 12? А? Почему вот они? Что они делали весь бой? Где они шлялись? Зачем они вообще играют в эту игру? Ох уж эти вопросики. Ладно, ребятки. Я больше душиться не хочу. И вам не советую. Фиг с этим рейтингом, хотя очень хочется узнать, потому что тут акция сброса. Вдруг выпадут жетоны на пантерку или на капибарку, потому что на капибарке вообще жетонов нету, качать хочется. Ну, в общем, я не знаю. Наверное, попробую додушиться, но это будет крайне сложно. Не хочу. В общем, на этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии, что думаете по поводу рандомчика воскресенья. Прекрасно, я скажите, а? Очень прекрасно. Все, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.